Здравствуйте, дорогие друзья! Ругательные ролики набирают гораздо больше просмотров, чем хвалебные. Так уж устроен человек. Но блогеры делают свое дело не только ради хайпа, но и для души. Мой ролик сегодня именно такой, хвалебный и исключительно для души. Но прежде чем мы с Заей начнем, поставьте лайк этому видео и оформите подписку. Так вы можете абсолютно бесплатно помочь продвижению нашего канала. Итак, лучший тенор 21 века. От нашего столетия осталось еще 3/4. За это время родится еще множество прекрасных теноров, но я почти уверена, что мой сегодняшний герой удержит пальму первенства. Настолько он хорош. И я, конечно, подробно сейчас объясню почему. Разберу по косточкам его технику. Кстати, пока я не знаю, что будет при заливке ролика на ресурс, но очень надеюсь, что мне не снесут его страйками за материалы с авторскими правами. Но рассказывать про голос и технику в сегодняшнем ролике без доказательств аудиоматериалами чудовищно. Моего сегодняшнего героя зовут барабанная дробь Майкл Спайрс. Если вы найдете его канал, то обнаружите, что он позиционирует себя как баритенор. Именно баритенор, певец, который исполняет репертуар для тенора и для баритона. Не путайте с баритональным тенором, исполняющим партии для тенора, но обладающим при этом темной, густой окраской тембра. Например, как мой педагог. И сейчас злопыхатели мне скажут: ага, значит, может певец быть универсальным без ущерба для здоровья и техники. Долой классификацию типов голосов и ограничения. Долой критерии определения типа певческого голоса. Совсем не так. Эта типология складывалась столетиями и исследована на сотнях тысяч певцов. Как вы понимаете, даже за это время кардинальных эволюционных изменений в человеческом голосовом аппарате не произошло. Точно так же, как ни у кого из людей при наличии остатков не отрос настоящий хвост. Общепринятая классификация типов певческих голосов справедлива. Бас не может по своему желанию стать тенором, а колоратурная сопрано – контральто, и даже лирическим сопрано, например. Случай Майкла Спайрса – это исключение из правил. Он от природы обладает голосом расширенного диапазона. Именно поэтому изначально он был идентифицирован и развивался как баритон. Что неверно. Если судить по биографиям Майкла Спайрса из сети, он самостоятельно обнаружил, что является тенором, а не баритоном, и начал заниматься поиском теноровой окраски и работой в теноровом диапазоне и тесситуре. Ко времени обучения вокалу в Венской консерватории сомнений в этом не осталось. Но если певец одинаково прекрасно поет произведения для баритона и для тенора, то как понять, что является его истинным голосом? Кстати, я по-прежнему настаиваю на том, что универсальность и всеядность в вокале невозможна, и в итоге обязательно придется определиться. Случай Майкла Спайрса это доказывает. Как баритон он превосходен. Ровный, гладкий, выстроенный, профессиональный. Его пение доставляет массу удовольствия, но нет эффекта вау. Это при наличии других баритонов, которые его вызывают. Тогда как в качестве тенора с первых же нот тенорового репертуара Спайрс вызывает эффект разорвавшейся бомбы. Техника все та же, совершенно, но сам звук абсолютно иного качества, фактуры, тембральной окраски. Заметьте, в театрах он востребован именно как лирический тенор, а баритоновым репертуаром балуется на концертных площадках. Вывод. Истинный голос певца
Тот, в котором он звучит красивее, ярче, индивидуальнее и притягательнее. Тут сама себе приведу контраргумент. Как же мой обожаемый Фредди Меркьюри, который был баритоном, а пел тенором. Но сначала последую совету моих пиар-менеджеров Бенни, Зайки и Глории. Они говорят, что я должна вести аудиторию на другие площадки. Веду. Мой аккаунт в Нельзяграме. Вы знаете, что с этим делать. Подписаться, полайкать, поделиться ссылкой на него с друзьями. Итак, Фредди Меркьюри, поющий баритоном, будучи тенором. С этим все просто. Ему часто ставили в упрек, что он снимает концерты или вокально не отрабатывает их так же качественно, как на записи. Причина в важнейшем правиле певческого искусства. Певец, работающий не со своим истинным голосом, не может вести плотную исполнительскую деятельность в течение длительного времени. Если он работает не в своей тесситуре и диапазоне, то проблемы с голосом неизбежны. Ради сохранения голоса Фредди отменял живые концерты или отрабатывал их, по мнению поклонников, кое-как. Тенор Майкл Спайрс в живых выступлениях также безупречен, как и в записи. Ну и еще кое-что о певческом тембре в контексте моего рассказа. В вокальном искусстве красота тембра является краеугольным камнем. Из двух певцов, одинаково технически оснащенных, преимуществом обладает тот, у кого красивее и индивидуальнее тембр. И бывает даже так, что это преимущество получает тот, кто не дотягивает технически до соперника, но тем не менее имеет еще раз более красивый голос. Конечно, этот аспект певческого искусства очень субъективен, но иногда качества голоса исполнителя бывают такими яркими и запоминающимися, что можно уже вести речь и об объективности. Например, Лучано Паваротти. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Его солнечный, эффектный тембр запоминается с первого раза, и для меня, как и для миллионов поклонников Паваротти, он по этой причине лучший тенор 20 века. Да, я обожаю Джакомо Лаури Вольпи, Сергея Лемешева, Юсси Бьорнинга, Фрица Вундерлиха и многих других теноров, но голос Паваротти выделяется даже на фоне их красивейших голосов. Кстати, два других тенора из знаменитого трио Доминго и Каррерас признавали первенство именно Лучано. Не потому ли? Бывают ситуации, когда яркость и тембральное богатство голоса не вписываются в репертуар. Я не случайно до этого говорила про Паваротти. Возьмем партию Идоминея из одноименной оперы Моцарта. Паваротти справляется со всеми ее техническими сложностями, но при этом его роскошный тембр не подходит к такому материалу. Паваротти в нем как инородное тело, слишком яркий и сияющий. К этому стоит добавить и замечание о его явно вердиевской и веристской стилистике с неожиданным форте, эмоциональными всплесками и даже как будто вскрикиваниями. Совсем иную концепцию создает Майкл Спайрс. Его голос лихо преодолевает все трудности, но при этом звучит собранно, выверенно, лаконично. Он идеально интегрирован в звучание оркестра.
Это, безусловно, высочайшее мастерство работы со стилистикой, с формой звука, с тембральной окраской. Да, в умение вокалиста входит способность притушивать голос или, наоборот, делать его блестящим. Майкл Спайрс в этом высочайший мастер. В качестве противовеса приведу другой пример. Это каватина «Asile héréditaire», та самая, на которой в итоге сломался Жильбер Дюпре. Тенор, который считается первым, кто начал использовать в верхнем регистре не натуральный фальцет, а прикрытый нынешний звук. В каватине высочайшие теноровые ноты, несколько си бемоль, до, они длинные, выдержанные, и певцы исполняют их полным, сочным звуком. Можно сказать, это возможность по-вокальному проораться. Именно такой контекст требует блестящего и яркого тембра. И это Майклу Спайрсу тоже вполне удается. Можно не прибирать и не притушивать тембр. Обратите внимание, кстати, насколько свободно звук льется в верхней труднейшей тесситуре. Залезет ли туда настоящий баритон? Однозначно нет. По большому счету, в первую очередь, публика ждет от тенора, чтобы он вот так эмоционально, с воодушевлением мочил на верхних звуках. Если этого нет, то какой же это тенор? Еще один пример. Самая слащавая из теноровых арий – романс Надира «Изыскателей жемчуга» композитора Бизе. Красивая мелодия требует от певца показать всю красоту голоса и сделать это на легатиссимо, очень гладком штрихе, когда одна нота словно перетекает в другую. Я, кстати, полагаю, что если бы Николай Басков в должной степени владел навыками академического вокала, то своим масляно-сладким тембром он бы поднял эту арию на недосягаемую высоту слащавости. И это неплохо, а хорошо, в этом есть своя прелесть. Но Майкл Спайрс делает романс Надира потрясающим прямо противоположным образом. Его владение настроением и красками тембра таково, что всю слащавость он умудряется нивелировать. Единственный из тех теноров, которых мне с этой арией довелось слышать. Произведение получает в итоге совершенно иную концепцию. Ты слышишь не то, насколько приторно-сладка красивейшая мелодия и сахарен голос певца, а начинаешь проникать в смысл текста и эмоциональное состояние героя. Фантастика! У Майкла Спайрса потрясающее легато, и романс Надира – одна из арий, в которых это проявляется наиболее ярко. Возьмем для сравнения одного из лучших теноров 20 века – Николая Гедду. То, что мы слышим у него, местами превращается в дерганое порожковое пение. Случайно ли это получается? Делает ли он это намеренно? Зачем? Я не знаю, но это явно портит арию. И, кстати, в нотах не помечен подобный вариант смарката. Теперь послушаем Юсси Бьорлинга. Его легато прекрасно и не вызывает никаких вопросов. Несомненно, он один из лучших исполнителей этой арии. Кажется, что вряд ли возможно улучшить еще что-то в исполнении, но Спайрсу это удается. Его легато – это супер-легато. Ноты идеально связаны, переход из одной в другую удивительно красив. При этом легато не становится другим штрихом, глиссандо.
это скольжение, вот такое. В легато у Спайерса нет при этом подъездов к ноте, они все четко позиционированы, включаются на идеальной высоте. Что сказать? Роскошно. И опять про тембр. Когда кажется, что Майклу Спайерсу в этом смысле уже ничем не удивить, обнаруживается оратория Генделя «Мессия». Духовная музыка требует специфического звука от певца, особенно в тихих, медленных фрагментах. Про это говорят еще представители староитальянской школы. И спустя 3 столетия этот исполнительский принцип по-прежнему актуален. Что же это за особый звук? Он собранный, аккуратный, нежный, гладкий, очень светлый и местами почти безвибратный. Такой звук создает ощущение парения, интимности и отрешенности для подлинного общения с Богом. И уж на кого точно не сходит Господь, так на Майкла Спайерса и слушателей его живого выступления в «Мессии». Ни у одного тенора в самых нежных и трепетных музыкальных фрагментах я не слышала такого звука. Голос Майкла Спайерса в этом произведении звучит удивительно, почти по-женски в хорошем смысле, так как подобная собранность, обтекаемость, воздушность и при этом четкая тембральная окрашенность доступна только женщинам. Восхитительная тембральная трансформация после сочного стенобойного звука в каватине Арнольда из Вильгельма Теля Россини. Гендель – это, несомненно, композитор Майкла Спайерса, как и вообще барочная музыка. В этой же арии можно услышать тончайшую и нежнейшую филировку. Филирование звука – это его громкостная трансформация от пиано к форте и иногда обратно к пиано. Звук словно мягко разворачивается, а потом сворачивается. И это должно делаться без толчков, плавно и равномерно. Вот так. Особенное достижение – филирование предельных верхних звуков. Филировка Майкла Спайерса безупречна. Нечто подобное делает Лаури Вольпи, но даже его филирование, которое я до недавнего времени считала лучшим, Майкл Спайерс превосходит. Отдельного внимания заслуживает мелкая техника нашего сегодняшнего героя. Пассажи, фиоритуры, трели, то есть все, что состоит из мелких нот, исполняемых в быстром темпе, вся мелизматика. Этот тип вокальной техники требует как врожденной гибкости голоса, так и технического оттачивания приемов в процессе обучения пению. К мелкой технике склонны в основном более высокие голоса. Но при этом нужно отметить, что тенор – это мужчина. Его аппарат все-таки имеет несколько более грубое устройство, чем, например, у колоратурного сопрано. И при всем том, что тенор техничнее в плане мелизматики, чем бас, ему затруднительно приблизиться к уровню гибкости колоратурных сопрано. Потому то, что делает в этом смысле Майкл Спайерс, можно смело назвать вокальным чудом. Опять же, такого я не слышала ни у одного из самых техничных и гибких теноров. Спайерс справляется с длинными пассажными построениями так, словно это ничего не стоит. При этом заметно, какую громадную радость он сам получает от процесса. В этих пассажах каждая нота отлично слышна, хорошо позиционирована, идеально артикулирована, имеет идеальную звуковысотность. Спайерсу удается избежать главного дефекта, возникающего при исполнении таких построений, характерного «г-г-г» при атаке звука. При этом ноты, опять же, не смазаны и прекрасно связаны на легато. Высший пилотаж. Необходимо отметить пространность этих пассажей. Музыка эпохи барокко создавалась для обожаемых мной кастратов, обладавших вследствие операции некоторыми физическими преимуществами. Кстати, ролики про них в подкасте тут.
Музыка создавалась с расчетом на эти преимущества, а представители других типов голосов вынуждены были тянуться к этой заданной высокой планке. Говорят, мастерство дыхания кастратов было таково, что во время пения они могли обновлять его раз в минуту, а некоторые даже раз в 2 минуты. Вот на это и ориентировались композиторы, пишущие арии в эпоху барокко. Нужно при этом учесть, что технически распределить дыхание и экономно тратить его, делая вдох только в местах логических точек, в пассажных построениях гораздо сложнее, чем в кантиленной мелодии с крупными длительностями. Думаю, вы поняли? Майкл Спайрс со всем этим успешно справляется. Частенько, когда мы на лекциях слушаем его, мои студенты спрашивают: а где он вообще дышит? Перехватить дыхание аккуратно, легко и незаметно – это отдельный навык, тоже демонстрирующий вокальное мастерство. На своих занятиях я говорю, что настоящая техника староитальянской школы ныне утрачена по ряду объективных причин, но Майкл Спайрс, полагаю, певцы 17-18 столетий удовлетворенно улыбаются, слушая его с небес. Особенно Антон Рауф, лучший тенор XVIII века, для которого Моцарт и создал партию Идоминея. Популярнейший прием той эпохи – трель. Вокальные педагоги уже несколько столетий говорят, что нужно учиться ей, и освоить этот прием технически вполне возможно. Но по большому счету с ней надо родиться, и никогда сделанная трель не будет так хороша, как природная. Для лирического тенора гибкого и легкого она все-таки трудна, поскольку, повторю, тенор – это мужчина. Но трель Майкла Спайрса совершенно. Она аккуратная, равномерная, с четким началом и окончанием, при этом мягкая и воздушная, и снова звучит так, словно певцу это ничего не стоит. Не каждому сопрано она удается так же легко и изящно. Отдельно хочу отметить роскошнейший пассаж в арии, который начинается от высокой фальцетной фа диез и спускается до басовой фа диез. Каждая нота пассажа отлично артикулирована, имеет верную форму. При этом Майкл Спайрс вновь делает это на легато, которое не смазывается до глиссандо. Изменения тембра от светлого до темного происходят плавно и постепенно, без перепадов. В звуке нет и регистрового стыка. Все сделано однородно и ровно от самого верха до низа. Еще раз повторю, это высший пилотаж. Нет сомнения, что Майкл Спайрс – певец, который легко справляется с барочной техникой, но он умудряется после сложнейших пассажей, которые должны сбивать дыхание, еще и воодушевленно танцевать. Как? Хотелось бы получить ответы от него самого. Технические детали, про которые я говорю, это весомая часть итоговой художественной концепции и важное средство воздействия на чувства публики. Не случайно они называются средствами музыкальной выразительности. Умение владеть ими указывает на уровень профессионализма музыканта. Владение мелкой техникой у Майкла Спайрса, культурой звука, певческим дыханием, способность сохранять концентрацию и доводить произведение до конца без малейших изъянов, артистизм и темперамент и многие другие стороны одаренности этого певца таковы, что ни один из современных лучших теноров мира не дотягивает до его уровня. Более того, предполагаю, что до конца столетия уже и не появится ни один равный ему по возможностям. Потому же сейчас, в 2024 году, я утверждаю, что Майкл Спайрс – лучший тенор 21 века. Кстати, мои пушистые пиар-менеджеры напоминают, что вы можете помочь продвижению канала. Следовательно, вы сможете смотреть новые видео. Для этого вы можете оформить подписку, нажать на лайк
и поделиться этим видео с друзьями. Спасибо. А на сегодня все. Я научу вас любить вокал. Кися устала. Устала Кися. Очень трудно писать ролики для публики. Свет горит, мешает спать. Ноутбук шумит.